Приветствую. Говорит Макс Вольф. Речь Аппия Клавдия Цека Слепого в Сенате против мирного договора с Пирром, 280 год до нашей эры. Эта речь действительно знаковая. Это первая классическая речь римского деятеля, дошедшая до нас. Я выбрал ее потому, что несмотря на тот факт, что она уже многим старше 2000 лет, она тем не менее ни на йоту не утратила своей значимости и особенно актуальна сейчас, в наши дни. Автор данной речи, Аппий Клавдий Цек, личность во многом уникальная, а по меркам сегодняшним, так и вовсе сверхчеловеческая. Этот представитель древнего патрицианского рода Клавдиев, государственный деятель и военачальник, много раз занимал высокие государственные должности в Римской республике – военного трибуна, цензора, консула, претора, диктатора, квестора, эдила и прочее. Авторы работ по ораторскому искусству сходятся во мнении, что по античным понятиям Аппий Клавдий представлял собой тот образец римского гражданина-аристократа, к которому как нельзя более подходит катоновское определение – муж честный, опытный в красноречии. Но искусство красноречия не было главным в деятельности Аппия. Он исполнял также массу других обязанностей – военных, политических, юридических, финансовых, строительных и прочих, за что его прозвали «старуким». Аппий Клавдий одержал ряд решительных побед в Третьей Самнитской войне, провел важные политические реформы, построил первый римский водопровод и знаменитую дорогу, связавшую Рим с Каприей, позднее получившей его имя, воздвиг храм богини войны Беллоне и всячески содействовал преобразованию внешнего облика Рима, как столицы государства. Аппий является также одним из основателей римской юриспруденции, литературы и философии, собирателем фольклора, автором кратких сентенций, изречений нравоучительного характера, создателем первого религиозного календаря. Стал он и первым римским государственным деятелем, чья речь в Сенате оказалась причисленной к сокровищнице мирового ораторского искусства, хотя она и не вписывается в установленный Цицероном канон публичной речи. Это вдвойне примечательное событие, так как само выступление Аппия в Сенате было спонтанным, а речь вышла не по возрасту оратора, юношески пламенный. Это был душевный порыв государственного мужа, венчавший его многолетнюю службу Риму. К тому времени Аппий был очень стар и отошел от государственных дел, но глубоко переживал удачи и неудачи Рима на внешней арене. Как пишут, его, немощного слепого седого старика, принесли на носилках рабы, а в Курию он вошел, опираясь на сыновей. Речь перед сенаторами стала его триумфом, после которого он через недолгое время скончался. Что же привело бывшего сенатора и трибуна в Сенат? Один из сильнейших противников Рима, эпирский царь и блестящий полководец Пирр, расширяя свои владения, в 280 году до нашей эры вторгся на территорию Италии. В кровопролитном сражении его войско одержало победу над римлянами, но и само оно понесло непомерно тяжелые потери. Хотя Пирр и оккупировал юг Италии, воинов для затяжной войны у него почти не осталось. Отсюда и произошло знаменитое ныне во всем мире выражение «Пиррова победа», когда победитель добивается победы ценой огромных, невосполнимых потерь. Дальнейшее продвижение греков на север встречало яростное сопротивление римлян. Пирр, не желая вести затяжную войну, посылал в Сенат своего парламентера, блестящего оратора Кинея, с предложением о мире. Киней огласил условия мирного договора: установление мира, дружбы и заключение союза с Пирром, заключение союза между Римом и Тарентом, по которому все греки Южной Италии должны были получить автономию, возвращение того, что римляне захватили у самнитов, луканов и брутиев, возвращение Пирром пленных римлян без выкупа. Большая часть сенаторов, опасаясь захвата Рима войсками Пирра, уже склонилась к тому, чтобы пойти на эти кабальные условия. Об этом узнал Аппий, велел отнести его в Курию и произнес там следующую речь. «Сенаторы Рима, я слеп и привык считать свою слепоту несчастьем. Однако сейчас, слепец, я жалею, что еще и не глух, ибо тогда я не слышал бы подобных советов и решений, губящих славу моего города. Вы забыли, как похвалялись, когда Александр Великий начинал свои завоевания. Вы говорили, что если он поведет свои войска не на восток, в Персию, а на Италию и Рим,
мы никогда не покоримся ему, что он никогда не завоюет славу непобедимого, если нападет на нас, и если он вторгнется в наши владения, то своим поражением лишь восславит римлян». Эта похвальба была столь громкой, что эхо ее разнеслось по всему миру. Но вот явился на нашей земле неизвестный искатель приключений, враг и захватчик, и после его мелких успехов вы принялись решать, следует ли заключить с ним позорный мир и позволить ему остаться. Каким глупым и смешным кажется ваш хвастливый вызов Александру теперь, когда вы дрожите при имени Пирра, человека, который всю свою жизнь подчинялся какому-то из самых незначительных полководцев Александра, человека, который с огромным трудом завладел собственной страной, который не сумел сохранить ни частички завоеванной им Македонии и был изгнан оттуда с позором, который явился в Италию скорее изгнанником, чем завоевателем, который ищет власти здесь, так как не может защитить свою власть на родине. Предупреждаю вас, не ждите, что добьетесь чего-то, принимая его условия. Такой мир не искупит прошлого и не обеспечит безопасность в будущем. Напротив, он открывает дверь другим захватчикам, которые обязательно явятся, воодушевленные успехом Пирра и тем презрением, которое вы сами навлечете на себя, если безропотно снесете оскорбление. Речь Аппия была выслушана в глубоком молчании, но она подняла дух присутствующих, и Сенат принял решение. Если Пирр желает заключить с римлянами договор, то вначале он должен покинуть Италию, а затем уже можно будет говорить об отправке посольства. По причине столь длительного пребывания Пирра на итальянской земле, его статус следует рассматривать как вражеский, и, следовательно, переговоры с ним на территории Италии невозможны. Решение Сената, принятое по предложению Аппия Клавдия Цека, впоследствии было возведено в ранг принципа государственной политики Рима. Суть его заключалась в том, что переговоры с врагом всегда должны вестись на территории противника. Восхищенный этим поступком Аппия, древнеримский политик Марк Порций Катон-старший в своем труде о старости написал: «Старость отрывает людей от дел». От каких? От тех, которые требуют молодости и сил? Но разве нет дел по плечу старикам, таких, для которых нужен разум, а не крепость тела? Старость Аппия Клавдия была отягощена еще и слепотой. Тем не менее, когда Сенат склонялся к заключению мирного договора с Пирром, Аппий Клавдий, не колеблясь, высказал то, что Энний передал стихами: «Где же ваши умы, что шли путями прямыми в годы былые? Куда, обезумев, они уклонились?» Аппий Клавдий Цек является автором крылатого изречения: «Каждый сам кузнец своей судьбы». Личность его, во многом неизвестная широкому кругу людей, заслуживает, тем не менее, самого пристального внимания. Возможно, однажды мы осветим ее в документальном цикле.